Всем привет! Сегодня хочу показать, как я готовлю очень популярный в Турции суп. Это суп с йогуртом, курицей и вермишелью. Для начала нам нужно сварить куриный бульон. Я беру курицу, отделяю ножки и крылья, и все остальное у меня идет для варки бульона. Куриную грудку разрезаю на кусочки и складываю в кастрюлю вместе с костями. Заливаю все холодной водой и ставлю на огонь. Как бульон закипит, снимаю пенку и далее уже варю до готовности. Примерно час в обычной кастрюле, и если скороварки, то полчаса. Готовый бульон процеживаю через сито и курицу выкладываю на тарелку. Как курица немножко остынет, разделяем грудку на волокна. Затем готовим заправку. Это один желток, 1,5 столовые ложки лимонного сока у меня замороженный и 2 полные столовые ложки йогурта классического, либо турецкого, греческого и 1 столовую ложку муки. У меня цельнозерновая пшеничная. Все это перемешиваем, заправка готова. Затем довожу до кипения 1 литр 200 куриного бульона, добавляю 30 грамм вермишели, варю примерно минуту. Затем в нашу йогуртовую заправку нужно добавить примерно 3 половника горячего бульона и постоянно помешивая. Это делается для того, чтобы когда мы будем вливать заправку в горячий бульон, чтобы йогурт не свернулся. Теперь вливаем заправку в горячий бульон, постоянно помешивая. Сразу же можно добавить курицу, примерно 100-120 грамм. Доводим все это до кипения, постоянно помешивая. Суп закипел, отключаем огонь, добавляем 1 чайную ложку соли, все это перемешиваем и готовим еще одну заправку для супа. 1 столовую ложку сливочного масла растопить на сковороде и добавить 1 чайную ложку сушеной мяты. Вливаем эту заправку в суп и все это перемешиваем. Даем супу настояться примерно 15 минут и подаем к столу. Оставшийся бульон и куриную грудку я замораживаю, и таким образом уже заготовки для следующего приготовления супа у меня есть. Вот такой суп в итоге получается, очень вкусный, полезный, с легкой кислинкой, с ароматом мяты. Обязательно попробуйте приготовить, я думаю, вам понравится.